Здравствуйте, друзья! Этот обзор также стал возможным благодаря тому, что вы продолжаете присылать мне различные интересные устройства, а я в свою очередь рассказываю про них всем остальным. Сегодня речь пойдет о автоматическом переключателе питания, который будет полезен для организации резервного питания на случай отключения электричества. Он имеет два режима работы – ручной и автоматический. Как они работают и в каком случае использовать каждый из них, я покажу далее. Кроме этого, устройство имеет сигнальные выходы с сухими контактами, что позволяет интегрировать его в систему умного дома. Есть много вариантов организации резервного питания. Наиболее распространенные – это генераторы, зарядные станции, инверторы с аккумуляторами. Про каждый из этих вариантов можно снять отдельный обзор, а то и не один. Но тема этого видео другая – как объединить и по возможности автоматизировать переключение между бытовой электрической сетью и источником резервного питания. Сразу хочу сказать, что я категорически не рекомендую использовать кабель вилка-вилка. Я за такое вообще больно бы бил по рукам. Это очень опасный метод и, к слову говоря, наверное, основная причина выхода из строя уже упомянутых источников резервного питания. Встречаются и другие способы переключения, даже весьма экзотические и забавные. Тем не менее, такая защита от дурака в виде веревочки работает, а ее суть сводится к тому, чтобы к вашей домашней электросети в один момент времени был подключен только один источник, или общая сеть, или резерв, но ни в коем случае не одновременно. Конечно же, существуют и специально созданные для такого переключения устройства, и про одно из них мы и поговорим в этом видео. Автоматический переключатель основного и резервного питания. Модель ZGQ5-102P. Режимы работы – ручной и полностью автоматический. Частота сети 50-60 Гц, максимальный ток 100 А, рабочее напряжение от 110 до 230 вольт, количество контактов 2, время переключения не более 0,05 секунды. Дополнительно сигнальные выходы для основного и резервного источника. Устанавливается на DIN-рейку, размер 6 юнитов 108 мм. Поставляется устройство в бело-синей картонной коробке, из опознавательных знаков только надпись Dual Power Automatic Transfer Switch. В коробке нашелся собственно сам автоматический выключатель и небольшая инструкция на английском, хотя ничего особенно важного в ней не нашлось. Герой обзора предназначен для установки на DIN-рейку, для чего имеет соответствующее крепление сзади. По ширине он займет место, соответствующее 6 обычным автоматам. Это двухконтактная версия, фаза и 0. Существует и трехконтактная на 3 фазы и четырехконтактная для 3 фаз и нуля. Из элементов управления слева переключатель между источниками питания, справа режим работы ручной и автоматический, сверху и снизу от него индикаторы, показывающие, какой вход сейчас активен. В верхней части находится одна пара контактов, которая предназначена для подключения основного источника питания. Обычно это бытовая электросеть, он является приоритетным. В нижней части две пары контактов. Та, которая на этом фото находится вверху, это резервный источник питания, генератор или инвертор, а внизу пара для подключения нагрузки. Для каждого из источников питания имеется еще дополнительная контактная колодка. В ручном режиме ее можно не использовать, в автоматическом она необходима. Контактам AR-AN нужно подключить фазу 0 основного источника питания. BR-BN – резервного источника питания. Они используются для обнаружения наличия питания. Кроме них еще реле с сухими контактами, общий, нормально открытый и нормально закрытый. Их можно использовать для связи с умным домом. Разбирается довольно просто. Для этого нужно открутить 5 шурупов сзади. Крышка снимается и открывает доступ к внутреннему миру переключателя. На мой взгляд, все сделано довольно основательно. Силовые контакты. Напомню, что максимальный заявленный ток для коммутации 100 А. Релейная часть. Компоновка довольно плотная, поэтому я не стал разбирать дальше, чтобы не повредить конструкцию. Думаю, что впечатление о качестве сборки можно составить и так. Перед тестированием обязательно проверяем при помощи индикаторной отвертки соответствие фаза 0 и для основного, и для резервного источника питания. Это вопрос безопасности, не игнорируйте. В ручной режим подключены только силовые контакты. Переключатель коммутирует вход с основного источника, подключен сверху, на резервный снизу. В качестве нагрузки лампочка. Пропадает основное питание, нагрузка отключается. Переключаем, и теперь она работает от резерва. Такой способ подойдет для генераторов, которые нужно запускать вручную. Основное питание восстанавливается, переключаем назад.
Соединяем основной и резервный входы с контактами AR-AN и BR-BN соответственно. Включаем автоматический режим. После пропадания основного питания переключение на резерв происходит автоматически. При восстановлении переключается обратно на него. Этот способ подойдет для зарядных станций и инверторов, работающих при наличии основного питания в холостом режиме. Коммутация очень быстрая. Срабатывание довольно громкое. Взаимодействие с умным домом можно организовать при помощи сигнальных выходов с сухими контактами. С каждой стороны по 3. Общий, нормально открытый, нормально закрытый. Нормальным считается положение при отсутствии питания. Это общий вход для основного питания. Если оно есть, то он будет замкнут с нормально открытым контактом, разомкнут с нормально закрытым. Это общий контакт резервного питания. Нормально открытый разомкнут, нормально закрытый замкнут. Выключаем основное питание и переходим на резерв. Теперь нормально открытый замкнут, а закрытый разомкнут. Точно так же меняется картина и для основного входа. Принцип взаимодействия с умным домом я подробно показал в видео про датчик электричества. Тут полностью аналогично. Можно использовать один или два датчика для каждого из входов. Вот пример реального использования такого переключателя в сочетании с инвертором и аккумулятором. Режим работы ручной или автоматически выбирается с учетом конкретных особенностей и оборудования, но, как вы могли убедиться, процесс может быть полностью автоматизирован. Связь с умным домом по принципу, показанному мной в видео про датчик электричества, можно использовать с несколькими целями. Например, при переходе на резервное питание автоматически отключать некритичные потребители, понижать яркость освещения, уменьшать время отключения и тому подобные операции, которые приведут к увеличению срока автономной работы. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Это поможет другим людям найти это видео. Если вы не хотите пропускать новые обзоры, подписывайтесь на мой канал. В описании под видео, кроме ссылок на выключатели и другие обзоры, упомянутые и соответствующие этой теме, вы также найдете мой телеграм-канал и группу для общения по вопросам умного дома, разбитую на разные темы. Присоединяйтесь, будет интересно. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!